Говорят, что собаки– лучшие друзья человека, но, к сожалению, человек не всегда отвечает им взаимностью. Однако некоторые люди не ценят радость от общения с собакой, и именно тогда жестокость может проявиться во всей красе. Жительница Техаса была потрясена, обнаружив тяжелораненого щенка, брошенного в конце подъездной дорожки к ее дому. Она тут же обратилась к социальным сетям, где ее мольба о помощи чудесным образом попала на глаза основателю организации по спасению бездомных собак. Вы не найдете более преданного друга, чем собака, но иногда эта преданность, к сожалению, вознаграждается жестокостью. Жительница Техаса пришла в ужас, обнаружив тяжелораненого щенка, брошенного в мусорном мешке в конце подъездной дороги к ее дому в сельской местности. Взгляните в ее любящие щенячьи глаза, и вы никогда не догадаетесь, какой адский путь ей пришлось пережить, но у этого щенка боевой дух. Душным июньским утром в сельской местности Техаса женщина заметила мусорный мешок на подъездной дорожке к своему дому. Подойдя ближе, она увидела щенка, лежащего поперек мешка, с грязной марлевой повязкой на жуткой ране на лапе. Женщина вышла в интернет и опубликовала в Facebook просьбу о помощи, надеясь на лучшее. По счастливой случайности Агили, основательница организации, увидела публикацию о щенке в критическом состоянии и сразу же принялась за дело. Несмотря на то, что они жили в 4 часах езды друг от друга, женщины поспешно согласились встретиться на полпути. Она обратилась в социальные сети с просьбой о помощи, и по счастливому стечению обстоятельств ее пост заметил основатель организации по спасению уличных собак, который сразу же взялся за дело. У нее побелели десны, и она очень замерзла, рассказал Агили в интервью. Мы очень боялись, что она не выживет. Щенка срочно доставили в ветеринарную клинику Мерси. Агили вспоминает, как всю дорогу гладил ее сквозь слезы. Она ни разу не зарычала, ни разу не показала зубы. И представьте себе, какую боль она испытывала, она просто смотрела на меня и скулила, говорит Агили. По прибытии в больницу ветеринары промыли рану грязной собачки, поставили ей капельницу с антибиотиками и перелили кровь для лечения анемии и септического шока. Агили нервно наблюдала за ней, а затем увидела нечто, что вселило в нее надежду, легкое виляние хвоста. В ней появился щенок, говорит она. Увы, на этом проблемы отважной собачки не закончились. Повреждение лапки было настолько необратимым, что потребовалась ампутация. Поэтому менее чем через сутки после прибытия, но уже после стабилизации состояния, ее отправили на операцию. Агили говорит, что переживала, как щенок справится с 3 лапами, новыми людьми и новой обстановкой, но вы же знаете, что говорят о масштабе собачьей драки. Встретившись, они пришли к единому мнению, что состояние щенка критическое, поэтому они срочно отвезли его в ветеринарную клинику, надеясь, что песик выкарабкается. Через несколько часов после ампутации собачка, которую теперь зовут Чудо, поразила всех, прыгая по больнице с гордой улыбкой, даже в коляске. Как только мы ее выпустили, она сказала: «Ладно, вот чем я занимаюсь», — сказала Агили. Она просто привыкла к 3 лапам. Следующие 7 дней Чудо провела в больнице под наблюдением, очаровывая всех своим чудесным преображением. Все врачи, весь персонал, все волонтеры так привязались к ней, сказала Агили. Ее доброта и все, через что она прошла, просто доводили нас до слез. Хотя за эти годы Агили спасла более 2000 животных, она говорит, что никогда не видела такой доверчивой и жизнерадостной собаки, которая имела полное право злиться на людей. После того, как ее взяла к себе одна из медсестер, приемная семья Чудо быстро стала для нее постоянным домом. Она была такой стойкой, сказала Агили. Восстановление было потрясающим. Сегодня Чудо оправдывает свое доброе имя каждый день и дает нам еще один повод помнить старую поговорку: «Мы не заслуживаем собак». Команда ветеринаров ветеринарной больницы Мерси быстро приступила к работе, очистив рану щенка, но у них не осталось другого выбора, кроме как ампутировать травмированную лапу.
Чудесным образом щенок не только выжил, но и уже через несколько часов после операции прыгал на 3 лапах, очаровывая всех своей глупой улыбкой. Сегодня щенок, которого теперь называют Чудо, был усыновлен одной из медсестер и теперь с радостью занимает свое место в новом постоянном доме.